Здравствуйте, меня зовут Юрий, я разработчик Dynamics X компании Smart Business. И сегодня я вам расскажу про большую интересную тему, такую как финансовые аналитики. Также мы рассмотрим примеры использования финансовых аналитик. И я покажу, какие задачи и в рамках каких задач в программировании мы используем финансовые аналитики. Свой доклад я разбил на таких 4 части. Я расскажу, что такое финансовые аналитики, для чего они нужны, как используются. Потом мы посмотрим реализацию финансовых аналитик в системе Dynamics X. Также я подготовил рисунки, как это все взаимодействует с базой данных. После этого мы рассмотрим типичные задачи и под конец, если у вас будут какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Итак, что такое финансовые аналитики? Например, у нас есть предприятие, на предприятии ведется учет. На предприятии ведется учет с помощью проводок. Что такое проводки? Проводки – это некая запись об изменении состояния учитываемых объектов. Объекты учета характеризуются некими параметрами. Главный из них – это бухгалтерский счет. Также сюда входят и аналитические идентификаторы. В данном случае это может быть название товара, название контрагента или название департамента. Вот эти аналитические идентификаторы и будут являться финансовыми аналитиками. Для чего они, в принципе, нужны? Финансовые аналитики группируют информацию, которую мы храним в Dynamics X. Например, у нас есть некий счет, в данном случае 32.0, который показывает внутренние продажи. Мы на нем видим $100, но эту сумму мы, например, хотим видеть в разрезе каких-то аналитик, то бишь, например, подразделений. Как показано здесь, это продажи и администрация. Или, например, кост-центров, центра затрат. Как финансовые аналитики выглядят в Dynamics X и как это все реализовано в Dynamics X. Финансовые аналитики, они используются везде, они как бы прошивают целую систему насквозь. Я сейчас покажу финансовые аналитики в клиенте. Например, если мы зайдем в клиентов, это аккаунт receivable, customers, all customers, и откроем кого-то кастомера, мы там увидим закладочку финансовой аналитики. Здесь мы можем выбирать некие значения, устанавливать их и в соответствии в разрезе этих аналитик мы можем видеть некие данные. Также еще нужно сказать, что это где финансовые аналитики устанавливаются, но есть целый механизм, как настроить некие финансовые аналитики для какой-то сущности. В Axapta финансовые аналитики устанавливаются для счета. Если мы... Это устанавливается в главной книге, то бишь General Ledger. Если мы откроем General Ledger, настройки, Setup, Ledger, мы здесь увидим план счетов и структуру счетов, которые использует наша компания. Если мы посмотрим внутрь, мы увидим некие структуры счетов, в которых всегда первым будет main аккаунт, это наш счет, и дополнительные, вот здесь хорошо видно, дополнительные аналитики, которые привязаны к этому счету. В Axapta это сделано
очень хорошо, потому что мы можем задать размерность счетов. То есть мы можем говорить, что для какого-то счета у нас будет одно количество аналитик, для какой-то группы счетов у нас будет совершенно другая. Это все вместе будет работать. Здесь мы указываем счет и те аналитики, по которым мы хотим видеть какие-то данные. Было как вообще финансовые аналитики, они не всегда были постоянными. От версии к версии реализация финансовых аналитик в системе DynamicSAX изменяется. Например, в 2009 был определенный порядок элементов, их было ограниченное количество от 3 и до 10, и новые аналитики создавались программистом. В 2012 же у нас неограниченное количество аналитик. Аналитики могут создаваться пользователем, и мы аналитики можем задавать в любом порядке. На данном слайде продемонстрирована модель финансовых аналитик, которая используется в DynamicSAX. Это некая связь между некоторыми таблицами. Более подробно я расскажу о ней сейчас. Чтобы начать говорить о финансовых аналитиках, нам нужно, скажем так, 3 вещи. Это первое – создать финансовую аналитику. Второе – это задать для нее какие-то значения. И третье – выбрать эти значения для какой-то сущности. Например, что происходит, когда мы создаем аналитику в системе. У нас есть некая форма, в которой мы хотим создать аналитику Customer и License Plate. В это же время, когда мы создаем в сущности, у нас создается запись в табличке Dimension Attribute. А также нужно учесть, что в зависимости от того, какая у нас финансовая аналитика, она может принимать значения уже такие, которые используются в Axapta. Например, если мы создаем аналитику Customer, мы можем брать значения уже существующих клиентов в Axapta. Или же мы можем создать свою аналитику, в которой определим свои значения. Эти 2 вещи, они по-разному реализованы в DynamicSAX. Более подробно я расскажу о них сейчас. В данном случае здесь показано, как мы просто создаем аналитику. Создается запись в Dimension Attribute, и в данном случае мы создали 2 аналитики. У нас создались 2 записи в табличке Dimension Attribute. Дальше, когда мы создали аналитику, нужно задать значение для этой аналитики. В этом случае я покажу задание аналитик, задание значения аналитик своих. То есть мы не будем использовать таблички, уже существующие в Axapta. Почему? Потому что когда мы используем существующие таблички, у нас простая связь между аналитиками и табличками, и значениями в Axapta, которые уже есть, и которые их используют. Когда мы хотим задать для аналитик свои значения, это работает чуть все по-другому, потому что используются категории. В данном случае я хочу именно остановиться на этом примере, потому что он не такой обычный, как кажется. Мы, например, задали, какие значения мы хотим видеть, что в этот момент происходит в базе данных. У нас есть какая-то аналитика, то есть здесь показано Dimension Attribute, это ссылка на ту аналитику, в которой мы выбираем значения. Она связывается с некой категорией. Это табличка Dimension Attribute Dir Category, в которой будет храниться связь между нашей аналитикой и теми значениями, которые мы создали и будем выбирать. Также есть здесь промежуточная таблица, это Financial Tag Category. Она используется для задания
маски значений. Если мы посмотрим дальше, можно увидеть, что какой-то финансовой аналитике, в данном случае Customer License Plate, будут отвечать какие-то значения с таблицы Dimension Financial Tag. А все это будет связывать таблица Dimension Attribute Category, в которой будут храниться ключи на саму аналитику и на ее значения. Когда мы уже создали аналитику и указали для нее значение, мы можем ее использовать в системе. Как использовать в системе, я перед этим показывал на примере клиента. Что происходит, когда мы выбираем финансовую аналитику, например, в клиенте? Здесь есть очень важный момент, потому что используются уже ранее использованные таблички. Это Dimension Attribute, это табличка с нашей аналитикой. Но когда при выборе аналитики у нас создается запись в некой табличке Dimension Attribute Value, в которая будет хранить как и ту аналитику, к которой оно относится, а также ссылку на значение этих аналитик, и также будет хранить указанное значение, которое мы указали. То есть это как бы связующее звено между тремя частями. Первое – это аналитики, второе – это значение аналитик, и третье – это значение аналитик, которые мы выбрали, которые указали, например, в клиенте. Когда мы создаем запись, у нас сразу вот в Dimension Attribute Value есть поля DA и DA1 и DA2. Они будут ссылаться на наши аналитики. Потом в поля Entity Instance будут ссылаться на наши выбранные значения, которые мы указали в аналитиках. В данном случае это табличка Castable, потому что мы создали ее как стандартную, и Dimension Financial Tag, тоже которую перед этим задали. Да. Будет ссылка на RFID, Castable, да? Да. А откуда связь, допустим? Внешний ключ на Castable хранится в поле Entity Instance, то есть, если показать здесь, E12. И это RFID, в данном случае Castable. А тег зачем нужен? Что? Dimension Financial Tag, он нужен для тех аналитик, которые мы создали вручную. То есть мы задали какой-то список, и мы потом эти значения выбираем. Так как эти значения они нигде не используются в системе, для этого служит некая таблица, в данном случае Dimension Financial Tag, и она за это отвечает. Когда у нас есть аналитика, есть значение аналитик, набор аналитик, которые мы указали в каждой, ему присваивается некий номер, который хранится в Dimension Attribute Value Set Item. Но этот, скажем так, идентификатор, он хранится для всех аналитик, которые мы указали. Это можно увидеть по ключу DAV1 и DAV2. Почему это важно? Потому что вот это значение, которое хранится Dimension Attribute Value Set Item и которое берется с Dimension Attribute Value Set, оно используется в нашем счете, в котором, например, есть таблица Main Account Legal Entity. Это таблица, которая хранит счета для компаний. И вот это поле Default Dimension, это и будет, скажем так, ключевая ссылка, которая будет связывать наши аналитики, значения наших аналитик и то значение, которое мы указали для данного счета. Я рассказал, как это
все работает в таблицах, связи между ними. Теперь перейдем к примерам. Какие бывают частые примеры использования финансовых аналитик? Ну, самое первое – это изменение финансовой аналитики с помощью X++. Я подготовил пример. Вернемся к тому же нашему клиенту. Например, мы ему зададим некую финансовую аналитику. Пусть это будет кост-центр, и мы, например, выберем 189. Сохраним. И теперь, например, нам нужно эту финансовую аналитику поменять на другую. Я создал некий job. Я сначала его запущу, а потом расскажу, как он работает. Запускаем job. После запуска джоба откроем нашего кастомера. Финансовая аналитика кост-центр поменялась на 0.8. Как это работает? Как я уже говорил ранее, что есть некие таблички, которые хранят некий код, который включает в себя аналитики, значение аналитики, выбранную аналитику. И что нам нужно сделать? Нам нужно найти ту аналитику, которую мы хотим заменить, выбрать, найти ее в табличках, удалить, создать новую и заменить. В данном случае здесь все по алгоритму и расписано. То есть мы получаем текущую аналитику с нашего кастомера. Zoom. Я думаю... Вот там внизу масштабность. Да. Вот, то у нас входные параметры — это наш кастомер и аналитика, на которую мы хотим поменять. То есть значение аналитики. Да, нужно иметь в виду, что мы не задаем, например, вот этот ключ default dimension, по которому мы хотим изменить какую-то аналитику. Мы можем оперировать сущности, которые мы видим. Это очень упрощает понимание и работу с финансовыми аналитиками. Что происходит? Мы берем наше значение в default dimension и получаем значение, которое хранится по нашей ссылочке, которая находится в клиенте. Потом создаем это значение, записываем в табличках, создаем, имеется в виду, новое значение, которое нам нужно. Удаляем старое, и когда создали новое, просто апдейтим строку. В данном случае cast-tape default dimension — это мы уже присваиваем новый код с нашей новой аналитикой. Второй пример. Очень часто, который бывает, это подсчет каких-то сущностей в разрезе каких-то аналитик. У меня была некая задача, в которой мне нужно было вывести сальдо по клиенту в разрезе его аналитики договор. Как это работает? Вот у нас есть сумма, то бишь сальдо, и мы можем видеть ее в разрезе каждой аналитики.
аналитика в данном случае выступает договором. Здесь просто, чтобы реализовать эту задачу, можно как? Можно соединять все таблички, о которых я говорил ранее, и задавать значения с самого начала. А можно использовать уже созданные в Axapti объекты view, которые это сделают все за нас. И нам нужно просто тот dimension, скажем так, то значение финансовой аналитики, по которой мы хотим что-то выбрать, соединить с этим view, и мы реализуем данную задачу. Азбука сложная. Не очень, можно посмотреть. Я бы не сказал, что она сложная, она просто громоздкая, потому что когда ты видишь много джойнов, У нас, по-моему, была задача сделать запрос из вьюки, вытащить аналитику, исходя из рек ID на транзакцию. Видимо, дублировали вьюки. Можно его перевести? да, сейчас. Так, оно не хочет. Да. Но просто нужно понимать, что наших аналитик. Вот dimension, это значение, которое мы выбрали. То есть, например, в кастомере, когда мы выбираем какую-то аналитику, табличка dimension attribute value отвечает за выбранное значение конкретной аналитики. Понятно. А верхний это dimension attribute set. Это тоже табличка. Да, эта табличка, она отвечает, у нас вот это наше значение, оно отвечает какому-то счету. Я могу вернуться просто на слайдах. Причем мы сразу dimension attribute. Equivalent set type. Да, позову. Сейчас, секунду. Я могу просто вернуться. Вот. В данном случае мы говорим о табличках dimension attribute value и dimension attribute value set. Как они между собой связаны? В dimension attribute value у нас хранится ссылка на dimension attribute value set. Это он содержит список всех выбранных нами значений для конкретного счета. И в данном случае, когда мы указываем какое-то значение, оно используется не только для одной аналитики, оно сохраняет его в разрезе всех. Вот так. Потому что вот здесь rec ID, он повторяется. Он будет один для всех. И дальше последний пример – это создание формы финансовых аналитик. В данном случае у меня выбраны здесь две аналитики. Эта форма генерируется автоматически. За формирование формы отвечает диалог Dialog Field Dimension Defaulting Controller. С ним очень просто работать. Данную реализацию я сделал на Runbase. То есть, скажем так, задавать, выводить какие-то финансовые аналитики в Runbase
довольно-таки легко. Мы объявляем эту переменную, потом используем ее в диалоге. Используем ее в диалоге, потом задаем значение, которое мы хотим видеть, потому что, например, финансовые аналитики, это они зачастую так отображаются. Например, вот так. Но мы в некоторых случаях, это уже для аналитик главной книги, у нас есть некие свойства, где мы можем для аналитик главной книги, это уже не default dimension, а ledger dimension, мы можем задавать некие свойства по умолчанию. И, например, чтобы это указать, есть дополнительные параметры. Это все на форме тоже можно проинициализировать. То есть, если поменять реализацию, у нас могут появиться дополнительные чекбоксы, ну, в данном случае у меня чекбоксы, а можно также выводить дополнительные бейс-энумы, которые в зависимости от значений которых можно выставлять значения по умолчанию. Ну, в данном случае это реализация просто для ledger dimensionов. Поэтому хотел показать. На этом с примером мы заканчиваем. Демонстрацию я провел. Какие есть полезные ссылки по финансовым аналитикам? Ну, самое первое – это наш white paper Implementation Account Financial Dimension Framework. Там написано не только про финансовые аналитики, там есть и про аналитики главной книги, это Ledger Dimension. Там есть про много методов, классов, которые можно использовать для каких-то сущностей и для каких-то решений для каких-то задач. Он очень хороший, от работы с ним остался довольным. И еще есть хорошие ссылки тоже на блог с МСДН. Там описана детальная структура, как, что, почему, зачем. Есть целые таблички, как, что с чем связано. Тоже советую посмотреть, если будут вопросы по финансовым аналитикам. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Да. По поводу первого примера. Это есть примеры реальных задач, когда нужно из кода подменить аналитику? Очень много. Да. Поменять местами аналитики. У тебя идет мердж. Это только с финансовыми, потому что инвентаризационные... Нет, инвентаризационные не проще. Там есть целые классы, которые занимаются этим. Финансовых нет готовых механизмов, и ты там тяжело эти готовые механизмы предусмотреть. Но вот, допустим, если у тебя есть задача о том, что ты должен стандарт отрабатывать вот так, а ты должен финансовую аналитику на момент проводок подкладывать по-другому. Есть такие задачи. А потом обратно менять? Нет, не знаю. В проводке оно уходит, собственно говоря, с нужным нам значением. Вот, допустим, неважно, какая аналитика стояла, но в этом центре затрат, если создается заказ на продажу, ты должен проставить вот эту аналитику, предустановленную где-то. Вот тебе, пожалуйста. Просто вот когда те задачи, которые мы решаем, ну, есть большая разница между, на самом деле, грубо говоря, западными задачами, да, и задачами на локальном рынке. Вот. И те задачи, которые мы решаем для наших клиентов за границей, они в основном касаются вокруг да около, и там, я не знаю, интерфейсики поделать, еще чего-то, да. Если изменения, то уже процессные какие-то. В отечественных консультантов фантазия гораздо более длинная. Поэтому, да, они языка не знают, импортного, поэтому они реализуют себя за счет более гибкой логики на местном языке. И с ними всегда весело. Мы еще и с финансами работаем.
Это потому, что, во-первых, финансы уже развились, да, потому что если вспомнить, в свое время там, в той же 2.5 сапте одна из модификаций, которую я делал, это добавление нового типа счета в разноске. Вот ты когда Journal открываешь, у тебя есть счет ГК, клиент, поставщик и так далее. Мы туда добавляли еще дополнительные типы, которые нужны были нам. А сейчас этого не нужно, потому что уже очень много покрывается. Поэтому, как бы, а к чему еще придут? Ну, собственно говоря, вот это все наворот, если тоже удовлетворяет потребности создания аналитики, которая была типичная задача, создать новую аналитику. Или там синхронизировать, хочу айтем или клиента как аналитику, да? Раньше нельзя было этого делать. У тебя отдельный справочник аналитики значения, отдельный справочник клиента. Надо было их синхронизировать постоянно. Ну, не то, что постоянно, нужно было просто гарантировать, что если ты создаешь заказ на продажу, ну, в смысле клиента, то при этом сразу добавляется запись аналитики. Да, Мы сейчас просто дублировали записи. Сейчас он уже связан на AutoDefault. Ну, плюс ограничения по количеству аналитиков, плюс сколько хочется это делать. Плюс сложные там структуры взаимосвязи, ограничения. Для этого счета только такой набор аналитик с такими значениями и с такой иерархией можно сделать, да, при разноске. Это тоже добавило сложности вот этого вот всего, вот этого. Это добавило сложности, но в тот же момент добавило очень большую гибкость. Я же потом и говорю, что все вот эти вот ценовороты, они как раз покрывают большую часть того, что раньше надо было делать. Ну, если где-то здесь как бы ошибка, да, то реально рак мозгов все это раздвинуть. Понять где. У меня была задача, это импорт финансовой аналитики, структуры вот этой счетов. Клиент сказал, мне неудобно заполнять структуру счетов в вашем древовидном непонятном чем. Вот, я буду заполнять в Excel, вы просто его заполните. Мы заполнили, оно не работает. Причем самое интересное, что не работает почему-то последняя запись. Мы потратили больше, чем 1,5 месяца для того, чтобы найти эту причину. Причина была очень простая. Мягкий Enter в Excel, мы не обрезали все лишнее. И этот мягкий Enter зашел, и Оксана не могла, собственно говоря, нормальный join сделать. По значению и до свидания. Ну, я просто к тому, что вот цена вот этой ошибки, да, по заработку, 1,5 месяца. Разработчик. И ты представляешь, ты бьешься над одной задачей, несложной задачей, в чем же проблема? 1,5 месяца. Извини, пожалуйста. Еще будут вопросы? Тогда... В скайпе у нас тоже не возникло. Да, я смотрел, ничего нету. Все, спасибо большое за внимание.